Билл Гейтс родился в октябре 1955 года и с детства проявлял невероятный интерес к науке, однако ключевой поворотный момент в его жизни наступил, когда ему исполнилось 13. Именно тогда школа Лейксайд в Сиэтле приобрела доступ к одной из самых современных технологий того времени — компьютерному терминалу с возможностью дистанционного доступа к ЭВМ. Это стало настоящей редкостью в образовательной сфере конца 60-х. Осенью 1968-го маленький Билл впервые вступил на путь, который изменит его судьбу. Он начал с написания простой игры на языке Basic. Крестики-нолики. И это оказалось лишь первой каплей в океане его будущих амбиций. Даже тогда, когда его сверстники увлеченно играли в бейсбол или обменивались карточками, Билл погружался в мир программирования, который манил его возможностями и перспективами. В школьном компьютерном клубе Гейтс познакомился с Полом Алленом. Вместе они проводили часы, погружаясь в код и обмениваться идеями о том, каким изменениям компьютеры могут привести в мире. Эти заметки стали отправной точкой на пути создания Microsoft. Кажется, всего через несколько лет эти подростковые эксперименты приведут к настоящей революции в информационных технологиях. Но давайте ненадолго перенесемся вперед, чтобы окунуться в историю рождения компании, ставшей легендой бизнеса. Рождение Microsoft. В начале апреля 1975 года Билл Гейтс и Пол Аллен основали компанию, давшей старт технологической революции — Microsoft. Этот шаг стал результатом вдохновения и уверенности в будущем программного обеспечения для микропроцессоров. Название Microsoft, изначально с дефисом, сочетало в себе слова «микропроцессор» и «софтвер», идеально отражая их стремление объединить два мира. Все началось с того, как Пол Аллен прочитал статью в журнале о новом микрокомпьютере Altair 8800. Этот материал стал катализатором для разработки языка программирования Basic, несмотря на то, что сам продукт на тот момент был лишь концепцией. Гейтс и Аллен проявили смелость, связавшись с компанией MITS и пообещав им готовый продукт, решение, которое впоследствии станет их первым крупным успехом. До создания Microsoft они уже имели опыт работы в предыдущем проекте Traf O-Data, что принесло общее понимание рынка, пусть и с некоторыми неудачами. Этот опыт помог осознать, что компьютеры будущего будут нуждаться в специализированном программном обеспечении. Основав Microsoft, они с первых шагов сосредоточились на создании Basic для Altair, став первыми, кто предложил столь востребованное решение. Продемонстрировав своему новому партнеру из MITS работу интерпретатора Basic, они открыли двери к заключению первых значительных контрактов, что навсегда изменило их будущее. Но вызовы еще только начинались. Вскоре неизвестному дуэту предстояло повлиять на одного из гигантов индустрии, и эта битва станет решающей в их карьере. Первые контракты. В далеком апреле 1975 года Билл Гейтс и Пол Аллен наделали шума, основав компанию Microsoft в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Изначально компания носила имя с дефисом, являясь игрой на словах «микропроцессор» и «программное обеспечение». Их первая большая удача закралась через язык программирования Basic, который они адаптировали для микрокомпьютера Altair 8800, созданного компанией MITS. Пол Аллен лично отправился в офис MITS, чтобы продемонстрировать интерпретатор, который они сумели разработать всего за месяц после прочтения статьи о новом устройстве в журнале Popular Electronics. Это была не просто техническая демонстрация, это был триумф инженерной мысли и стремления к успеху. Именно этот шаг открыл ворота для первых крупных заказов и контрактов, закрепив место Microsoft в зарождающейся индустрии микрокомпьютеров. Благодаря этому первому коммерческому продукту Microsoft начала набирать обороты, превращаясь из небольшой стартап-компании в игрока, с которым начали считаться. Эти договоренности дали не только финансовый импульс, но и помогли компании выйти в мир большого бизнеса, создавая надежную репутацию. И хотя Билл Гейтс и Аллен только начинали свое восхождение, они уже видели впереди новые горизонты, среди которых встреча с одним из крупнейших игроков индустрии, что станет истинным прорывом. Битва за IBM. 6 ноября 1980 года произошло событие, которое перевернуло мир программного обеспечения. IBM и Microsoft подписали контракт на разработку операционной системы для их нового персонального компьютера. Что особенно удивительно, Microsoft не пришлось разрабатывать ОС с нуля. Вместо этого гениальному Биллу Гейтсу пришла идея приобрести существующую систему QDOS, затем переименованную в 86DOS. Это позволило Microsoft сэкономить время и ресурсы, быстро адаптировав продукт под требования IBM. Но настоящий
Настоящий гений Гейтса раскрылся в условиях заключенного контракта. Права на распространение операционной системы остались у Microsoft, благодаря чему компания имела возможность продавать MS-DOS и другим производителям клонов IBM PC. Это стратегическое решение обеспечило ей доминирование на зарождающемся рынке микрокомпьютеров. Партнерство с IBM не только укрепило позиции Microsoft, но и изменило всю индустрию. IBM поручила адаптацию своей версии системы, названной PC-DOS, Microsoft, а те, в свою очередь, смогли предложить MS-DOS широкой общественности. Это открыло двери для последующего создания империи, подкрепленной эффектной лицензированной политикой. Неудивительно, что следующий шаг Microsoft превзошел все ожидания. Разработка новой среды графического интерфейса Windows началась уже через несколько лет. Это привело к революционным изменениям в том, как пользователи взаимодействовали с компьютерами, и системы стали гораздо более дружественными и понятными. Все это станет частью захватывающей и интригующей истории, которая еще ждет впереди. Генезис Windows. С середины 80-х годов Microsoft стремительно превращалась в значимого игрока благодаря MS-DOS, но в ближайшем времени ей предстояло сделать настоящий прорыв. Именно Биллу Гейтсу пришла идея создать продукт, который бы полностью перевернул представление о взаимодействии с компьютером. Так и родилась Windows, за основу которой была взята идея графического интерфейса. Проект, известный в компании как Interface Manager, стал воплощением мечты Гейтса о доступности технологий. Впервые Windows была представлена общественности 20 ноября 1985 года. Это была не полноценная операционная система, а графическая оболочка для MS-DOS. Однако, несмотря на ограниченный функционал, она моментально привлекла внимание благодаря своему интуитивному интерфейсу и поддержке мыши. Инновации Microsoft не возникли на пустом месте. Идеи были вдохновлены достижениями Xerox и Apple. Однако Windows стремилась стать чем-то большим, чем ее аналоги. Путь к успеху не был легким. Первые версии Windows сталкивались с критикой, но решимость команды Microsoft и Билла Гейтса привела к выходу Windows 3.0 в 1990 году. С улучшениями в производительности и возможностями эта версия приобрела огромную популярность и прочно обосновалась на рынке. Главным революционным шагом стало появление Windows 95, полностью независимой операционной системы, поддерживающей 32-битные приложения. Этот продукт вывел Microsoft на новый уровень, укрепив ее лидерство и задав новый стандарт для будущих ОС. Перспективы, которые это открыло, были поистине безграничны, но впереди у компании стояли новые свершения, которые продолжали формировать имидж Microsoft как лидера технологий. Стратегия монополии. В начале 90-х годов Microsoft только начинала закладывать фундамент своего будущего господства. С выдачи Windows 3.0 в 1990 году компания стабильно шла к монопольной позиции. Билл Гейтс был известен своим острым стратегическим чутьем, и план заключался в расширении использования Windows на всех IBM совместимых ПК. Архитектура таких компьютеров позволяла производителям выбирать операционную систему, и Microsoft ловко воспользовалась этой возможностью. Гейтс сделал акцент на политике многолицензионных договоров, что способствовало широкому распространению Windows. В итоге продукт производился массово и стал общепринятым стандартом. Наряду с Windows, пакет Microsoft Office, запущенный в 90-х, укреплял приверженность пользователей продуктам компании за счет своей интегрированности и простоты. Прорыв в середине 90-х годов произошел с выходом Windows 95, сделавший Microsoft настоящим гигантом на рынке ПО. Однако данный успех привлек внимание антимонопольных органов. В 1998 году Министерство юстиции США инициировало против Microsoft дело, обвиняя компанию в злоупотреблении монопольным положением. Это стало серьезным испытанием для Гейтса, но даже в таких условиях он сумел сохранить новаторский дух, помогая компании адаптироваться к новым условиям рынка и поддерживать лидерство. В эти времена Microsoft под руководством Гейтса умело уходила от суровых ограничений, продолжая внедрять технологические инновации и строить свою державу. Ключевые моменты этой борьбы и адаптации позволили компании не только выжить, но и выйти на новый уровень, обеспечив себе доминирование на рынке. Однако впереди были и другие вызовы, которые потребуют еще более смелых и неожиданных решений. Этические вопросы. К концу 90-х годов имя Microsoft стало синонимом успеха и новаторства, но, увы, и предметом судебных баталий. В 1998 году Министерство юстиции США вместе с 21 штатом выступили против компании, обвинив ее в злоупотреблении монопольным положением. Это начинается показательным примером того, как стремление к господству на рынке встретило серьезные препятствия. Суть претензий заключалась в интеграции браузера Internet Explorer в операционную систему Windows, что ограничивало возможности развиваться альтернативным предложениям, таким как Netscape Navigator.
Билл Гейтс не отступал, уверенный в том, что делает лишь то, что выгодно для пользователей. Однако суд оказался иного мнения, увидев в действиях Microsoft попытку ограничить свободное предпринимательство. Долгие годы судебных разбирательств подлили масло в огонь. В ноябре 1999 года судья Томас Джексон озвучил свое заключение, признавая монопольный статус Microsoft и злоупотребление им. Для компании и Гейтса это было серьезным ударом. Только в 2000 году стороны пришли к соглашению. Microsoft обязалась пересмотреть политику лицензирования и внедрения ПО, избегая эксцессы. Хотя данные испытания не сломили компанию, они обозначили для Билла Гейтса важность дополнительных приоритетов. Вскоре Microsoft начали происходить изменения, затрагивающие не только внутреннюю структуру, но и подход к социальным вопросам. Перед ним открывались новые перспективы, связывающие будущее не только с бизнесом, но и созданием положительных изменений в мире. Это стало началом другой, столь же значительной главы жизни Гейтса, где он примерит для себя новые решения и формат деятельности. Поворот на благотворительность. Сиэтл, штат Вашингтон, стал местом рождения мощной глобальной инициативы фонда Билла и Мелинды Гейтс. Хотя формально он принял современную форму в 2000 году, его корни уходят в 1994 год, когда был основан фонд Уильяма Гейтса. Именно через 6 лет произошло объединение с фондом Гейтса по образованию и началась новая веха в благотворительности. Рядом с Биллом стоит отметить Уоррена Баффета. Он не просто друг, но и ключевой партнер фонда, пожертвовавший десятки миллиардов долларов. Его вклад и участие сделали возможным масштабное расширение инициатив фонда в разных уголках планеты. Деятельность фонда охватывает широкий спектр социальных вопросов, от вакцинации детей в рамках Альянса Гави до борьбы с инфекционными заболеваниями, такими как ВИЧ, туберкулез и малярия. Фонд также активно реформирует образование и обеспечивает доступ к IT-технологиям. Совместно с партнерами он стремится улучшить качество жизни для миллионов и десятков миллионов людей. Сегодня фонд является крупнейшим частным благотворительным фондом в США, обладая активами более 70 миллиардов долларов. С начала своего существования он потратил более 50 миллиардов на благотворительность. Однако, несмотря на активное участие в этих делах, Билл Гейтс не оставляет совершенно мир технологий. Напротив, он продолжает участвовать в технологических проектах и инвестировать, расширяя свое влияние на мир. Таким образом, поворот на благотворительность стал не отказом от технологий, а новым вектором для применения его стратегического таланта и накопленных ресурсов, делая мир чуть более справедливым и доступным для каждого. Но впереди еще ожидают удивительные открытия и новые горизонты, открытые благодаря его видению и стремлению к переменам. Личность гения. Билл Гейтс, безусловно, легендарная фигура в мире технологий, известная своим неугасимым стремлением к знаниям и самообразованию. Несмотря на плотный график, он всегда находил время для чтения не менее часа в день. Этот привычный ритуал стал неотъемлемой частью его жизни, вдохновляя следовать правилу 5 часов самообразования. Неудивительно, что его книжная коллекция впечатляет, от научных трудов до биографий. Его день обычно начинается с утренней тренировки на беговой дорожке, сопровождающейся обучающими видео. Это позволяет не только поддерживать физическую форму, но и постоянно обогащать свои знания. Хотя активные виды спорта не являются основой его активности, Билл с удовольствием предается беге и иногда играет в теннис. Однако диета миллиардера отличается своей простотой. Он известен любовью к диетической коле и не всегда придерживается строгих правил в питании. Будучи человеком, всегда стремящимся к совершенству, Гейтс отправляется в новые свершения, неуклонно следуя принципам, которые помогли ему достичь высот. Его перфекционизм известен как одна из черт, способствовавшая созданию продуктов самого высокого качества, хотя и критиковалась за излишнюю требовательность. Ценность общения с интеллектуально развитыми людьми, от которых можно чему-то научиться, очень важна для Билла. Он всегда подчеркивал, как важно окружать себя теми, кем восхищаешься. Эта среда поддержки и обмена идеями постоянно вдохновляет его на новые открытия. Совокупность всех этих личных качеств и привычек сделала Билла Гейтса тем, кем он является сегодня. Человеком, стремящимся менять мир к лучшему. Впереди еще будет история об особых связях с коллегами и тем, как они помогали ему на пути к успеху. Дуэт, изменивший мир. В своей юности, еще в лицее, Билл Гейтс встретил Пола Аллена, педантично аккуратного и едкого, с которым его связывал не только интерес к технологиям, но и деловая интуиция. Их сотрудничество было основано на профессионализме и целеустремленности, а также на бесконечных технических амбициях, которые в конечном итоге воплотились в возникновении Microsoft. Этот дуэт не просто поделил риски и ответственность, они стали движимой силой технологической революции. Гейтс не ограничился своим альянсом с Алленом. Microsoft
специфически выделялась благодаря атмосфере творчества и сотрудничества. Билл окружил себя коллегами и единомышленниками, создавая среду, в которой ценились навыки, инициатива и командный дух. Его стиль управления был демократическим и открытым, где свобода инициативы соседствовала с ответственностью и доверительностью. Это позволило каждому сотруднику чувствовать себя полноценным участником больших перемен. Особенно ценно в системе Microsoft было расширение полномочий и развитие лидерских качеств сотрудников. Гейтс приветствовал идеи, даже самые смелые, и давал возможность экспериментировать. Многие его коллеги, пройдя школу Microsoft, стали успешными предпринимателями, основали собственные компании и продолжали при этом вести диалог с Биллом как с наставником и проводником. Репутация Microsoft как открытого и инновационного технологического гиганта не построена только на продуктах, это результат уникальной корпоративной культуры. Профессионализм, общение и интенсивная совместная работа обеспечили компании лидирующие позиции на мировом рынке. Впереди еще множество путей и выборов, но сама культура и наследие компании продолжают определять ее стратегическое видение и подходы, открывая возможности для новых свершений. Развитие новой империи. В середине 70-х годов 20 века Билл Гейтс и его друг Пол Аллен основали компанию, которая стала символом технологического прогресса. Начало Microsoft ознаменовалось адаптацией языка программирования Basic для новейших микрокомпьютеров. Это был стратегический шаг, который показал их невероятное предвидение развития индустрии. Microsoft с первых дней концентрировалась на создании программного обеспечения для крупных компаний, таких как General Electric и Citibank. Но настоящий взлет произошел после успешного сотрудничества с IBM, которое привело Microsoft к невероятному успеху. Гейтс мастерски использовал партнерство для укрепления позиций компании и расширения ее влияния в мире технологий. С экрана операционных систем и языков программирования Microsoft постепенно расширяла свои горизонты. Понимание важности облачных технологий пришло не сразу. Значительное развитие в этом направлении компания получила уже под руководством Сатьи Наделлы, начавшего работу в роли генерального директора в 2014 году. Хотя вклад Гейтса в развитие корпоративной культуры по части инноваций и цифровизации очевиден. Именно последующие руководители придали особый импульс к продвижению в сфере облака. Значимой частью наследия Гейтса стала его благотворительная деятельность. В рамках фонда Билла и Мелинды Гейтс он сосредоточился на здоровье и образовании, активно инвестируя в проекты, которые помогают бороться с серьезными заболеваниями и обеспечивают доступ к образованию в разных уголках мира. Эти усилия сменили подход Гейтса от чисто коммерческих интересов к глобальному воздействию на общество. Все это лишь подтверждает, что независимо от личных предпочтений, таких как предпочтение Microsoft перед продукцией конкурентов, Гейтс остается одним из самых влиятельных людей на планете. Эта история еще не завершена, и ее влияние на будущее технологий и благотворительности продолжает расти, формируя новое поколение лидеров и инноваторов. В следующей главе мы увидим, как его наследие продолжает оказывать влияние на современный мир. Наследие и влияние. Билл Гейтс и его достижения можно считать настоящим символом технологического прогресса нашего времени. Совместно с Полом Алленом в 1970-х они основали Microsoft, компанию, которая оказала огромное влияние на развитие технологий. Их сотрудничество привело к созданию столь значимого продукта, как Windows, графического интерфейса, впервые увидевшего свет в 1985 году. С выходом в 1990 году Windows 3.0 Гейтс закрепил лидерство Microsoft на рынке персональных компьютеров. Пакет приложений Microsoft Office, запущенный под его руководством в начале 90-х, стал стандартом офисного ПО и остается таковым по сей день. Важно отметить, что влияние Windows остается доминирующим в сфере персональных компьютеров, несмотря на наличие других платформ. С шагом назад от операционного управления Microsoft после 2000 года фокус компании начал смещаться к облачным технологиям и искусственному интеллекту. Хотя эти перемены стали явнее при его преемниках, нельзя не признать, что первые шаги в этом направлении были заложены еще при Гейтсе. Большое внимание он уделял благотворительности. В 2000 году был создан фонд Билла и Мелинды Гейтс, сделавший безвозмездную деятельность в сфере образования и здравоохранения. Воплощая свои убеждения и ценности, Гейтс вложил значительные средства в проекты, которые изменила жизнь миллионов людей, показав мощный образец корпоративной филантропии. Его путь, начавшийся с юношеского увлечения технологиями, оставил неизгладимый след. Влияние Гейтса на технологии и общество продолжается, подтверждая важность видения и инноваций для будущих поколений лидеров. Эта история еще не окончена, и наследие Гейтса будет оказывать воздействие на мир еще долго, вдохновляя и открывая новые возможности перед следопытами будущего.